Просьба убрать от экранов детей. Ведь это видео не пощадит неокрепшие умы тех мужчин, которым все еще трудно воспринимать женщину не как принцессу или существо с другой планеты, любое действие которой является чем-то загадочным, необъяснимым и лишенным всякой логики. Нет, сейчас я, пожалуй, раскрою все карты и дам один из самых эффективных прикладных способов, после применения которого у тебя сами собой отпадут такие вопросы: а как же влюбить и притягивать к себе любую, даже самую красивую и востребованную девушку? Причем не прилагая при этом никаких особых усилий. Ведь как оно обычно бывает, сейчас каждый узнает себя. Ты начинаешь встречаться с девушкой неделя, может быть 2 или месяц. Все классно, она симпатична и нравится тебе. И есть ощущение, что это взаимно. И вдруг в один из дней девушка вдруг начинает как-то сухо отвечать. Коротко. Отвечать с задержками. Не сразу. Не так приветливо, что ли. Ты это ощущаешь и видишь, читая ее сообщения, что инициатива в целом с ее стороны погасла. Причем, что самое интересное, это происходит резко, внезапно. Ты реально не был к этому готов. До этого момента у вас вполне могла быть насыщенная, яркая, эмоциональная встреча, где ты видел ее горящие, заинтересованные глазки. Вы шутили, смеялись и даже в конце не хотели прощаться. Она моя. Ты пожимаешь ручки, уже начинаются фантазии о вашем будущем, что вы будете жить вместе, поженитесь, вокруг бегают карапузики. Ты начинаешь идеализировать это, что, кстати, ошибка. Почему так происходит? Во-первых, поздравляю. Ты повстречал девушку, в которой содержится определенная доля проблемности. К сожалению, сейчас таких большинство. И что происходит? Она начала понимать, что ты ей нравишься, что ты ей реально интересен. Она начинает кайфовать, она начинает получать дофамин, начинает влюбляться. Ты скажешь, так это же хорошо, а в чем причина тогда? А причина в том, что одновременно с этим женщина начинает понимать, что теряет контроль над ситуацией. А она не хочет его терять. Причины могут быть разными. Возможно, в прошлом у нее был неприятный опыт, и она боится снова испытать боль. А возможно, и вовсе не знает другой мужской модели поведения, кроме как слабой, где она будет доминировать. Я сейчас не говорю о плетках и рабах. Дело в том, что в отношениях равноправия не существует. Кто бы там что ни говорил. Это как НЛО. Оно где-то есть, где-то летает, и даже есть фотографии. Но в реальности никто из знакомых его не видел. И в паре всегда кто-то занимает сильную позицию, а кто-то ведомую слабую. То есть на этой позиции у человека есть больший страх потери этих отношений. Так вот, проблемная женщина так устроена, что всегда будет претендовать на власть. На первое место, где она будет контролировать ситуацию. В отличие, например, от правильной, порядочной женщины, которая тихо, спокойно и незаметно занимает слабую позицию. Она не хочет ничего доказывать, на что-то претендовать. Наоборот, она на каждом этапе старается для тебя подтвердить и доказать свою состоятельность для отношений. Что она подходящая, что тебе с ней будет хорошо и комфортно. Нет, здесь же борьба будет. И причем то самое парадоксальное, сама того не осознавая, данная проблемная барышня, получив эту сильную позицию, вскоре потеряет к тебе интерес и уйдет. Это неизбежный финал. Именно поэтому сейчас у нас такое количество разводов. Я посмотрел, за 22 год на 1000 браков приходится там 950 с копейками разводов. Просто вдумайтесь в эти цифры. Следовательно, вот это резкое охлаждение девушки, что это? Это является неким рецидивом, является некой последней попыткой, прежде чем окончательно сдаться и занять эту слабую позицию. Это является неким тестом на слабость. А действительно ли ты готов быть главным в отношениях? А действительно ли это сильный мужчина? Думает она. И я сейчас говорю не про деньги или про твой бицепс. И получив это подтверждение, что недостоин, да, как чаще всего происходит, девчуля понимает, ага, значит, можно побороться за первое место.
можно начинать полноценное противостояние, борьбу за доминирование. И женщина получает это положительное закрепление в 99% случаев. В виде чего? Конечно же, в виде ошибок наивных мужичонков. Ведь в тот момент, когда мужчина чувствует, что что-то не то, а роднулька-то, с которой он уже идеализировал счастливую жизнь, отстраняется от него, что он начинает делать? Просто атаковать и заваливать сообщениями. А что у тебя случилось? А у тебя все в порядке? Ты вот как-то сухо отвечаешь мне. А что произошло? А ты мне вот вчера не пожелала спокойной ночи. Понимаете, да? Какое заблуждение тебя здесь может настигнуть? Ты можешь оправдать себе это такими мыслями, как я же проявляю заботу. Ведь у нас все хорошо, девушка мне нравится. Мне что, быть как-то равнодушным к ней? А вдруг у нее что-то случилось? Наоборот, я показываю свою инициативу, я демонстрирую свою готовность к серьезным отношениям в том числе. А я объясню, почему это заблуждение. Дело в том, что в этот момент ты на самом-то деле мыслишь необъективно в силу завышенной значимости. Ты уже поплыл, ты уже залип на красотулю и романтизировал ваши отношения. Именно это заставляет тебя беспокоиться, суетиться и не замечать того, что на самом деле происходит. А происходит вот что. Неадекватное и деструктивное поведение. Вот что на самом деле происходит. Причем намеренно. Я подчеркну это слово. Намеренно. То есть сам факт этого уже должен нас насторожить. Ты понимаешь всю серьезность этого? Вот если задуматься, а правильная женщина, разве она будет целенаправленно доставлять беспокойство мужчине, которого она ценит и уважает? Нет. Она найдет способ объяснить. Даже если предположить, что реально что-то случилось, что-то у нее произошло, она подберет нужные слова, чтобы тебя успокоить, что все у нас хорошо, все в порядке. Ведь она же в конце концов тебе отвечала. Что мешало ей это сделать, вместо того, чтобы сухо отвечать, что все нормально? Ей руководят другие цели. Ей невыгодно тебя успокаивать. Здесь ее цель увидеть, что тебя волнует вот такой вот маленький, незначительный факт того, что она просто не пожелала тебе доброй ночи или вовремя не ответила. Она ждет этого подтверждения, и она его получает. Следовательно, она делает вывод. Ага, здесь с этим мужчиной я имею опцию контроля отношений. Ведь мужчина-то готовенький. Можно лепить из него пирожки. Чтобы нам эффективно преодолеть эту манипуляцию и активировать у девчули полноценный режим любви, где подобных рецидивов в ближайшее время, по крайней мере, не будет. Где она будет вкладываться, заботиться и подносить тапочки. Ты должен ее обыграть. Забрать у нее эти полномочия на власть. Ведь сама она тебе их не отдаст. Она не хочет этого делать. Она хочет, чтобы мужчина сам взял. И только после этого она сможет признать в нем полноценного лидера. Что мы делаем? Мы встречаем ее встречной манипуляцией. Мы ломаем шаблон и сеем в ее голове зернышко сомнения. Сейчас объясню. Если женщина резко прекращает инициативу, отдаляется, дистанцируется, то мы совершаем единственный верный здесь шаг. А именно дистанцируемся в ответ. То есть не сближаемся наоборот, и выясняем, а что случилось или в чем дело. Тем более, как обычно это делают мужчины, очень рьяно и напористо, буквально днями и ночами заваливают сообщениями, получая при этом все более сухие и невнятные ответы. Нет, мы отдаляемся в равной степени. По сути, зеркалим. Ответила коротко или сухо, отвечаем в соответствующей пропорции. Сколько она дала вложений, столько и мы даем. Но при этом важный момент. Мы не меняем сам формат общения. То есть нам ни в коем случае не нужно дать понять, что мы как-то обиделись или расстроились. Нет, мы просто урезаем количество нашего внимания и расположения. До какого момента мы это делаем? Здесь все, конечно же, по ситуации. Ты это сам почувствуешь. Но важно здесь то, что это произойдет довольно-таки быстро. Почему? А потому что это искусственная ситуация, которую создала сама женщина. Ей невыгодно долго держать эту тактику, потому что ее терзает неопределенность. Сейчас мы это затронем. Ты увидишь, как правило, ее реакция сопровождается некоторой неуверенностью,
да, по типу вопросов: а ты не хочешь увидеться сегодня? А почему так коротко отвечаешь? А у тебя все в порядке? Или что-то случилось? То есть вопросы, которые по ее плану должен был задавать ты, теперь задает она. Ты сразу увидишь эту неожиданную заинтересованность. Как будто бы она сдерживала себя. А так оно и есть на самом деле. Недавно вот ко мне обратился мужчина с аналогичной проблемой, что вроде начал встречаться с женщиной, а потом она резко охладела. По крайней мере в переписке. Хотя на встрече все было окей. Мужчина признался, что да, был такой соблазн написать, узнать, поинтересоваться. А что случилось? Что произошло? У нас все в порядке с тобой? Но какая-то интуиция вот в нем его останавливала. Он понимал, что это неестественно, это что-то искусственное. И, возможно, он совершит ошибку. И, ознакомившись с этой историей, я также ему подтвердил, сказал: не надо этого делать. Тем более, что следующая встреча уже была у них запланирована. То есть, понимаете, да, какую схему она провернула. То есть, в момент между этими встречами она решила устроить эту проверку. И, возможно, до следующей встречи уже бы не дошло. И мы, соответственно, ничего не пишем. И в день, когда у них должно быть свидание, женщина сама пишет с вопросом: а ты правда хочешь со мной сегодня увидеться? А теперь самое главное. Почему это работает? Давайте вскроем всю подноготную. Потому что без понимания механики, а какой смысл во всех этих манипуляциях? На длинной дистанции ты не будешь защищен. Дело в том, что мы даем девушке неопределенность. Сеем в голове вот это сомнение, порождаем вопросы. Каким путем? Нашим поведением. Твоя модель поведения, она не соответствует тому, что девушка привыкла видеть из своего прошлого опыта отношений. Как обычно ведет себя заинтересованный, влюбленный мужчина. У нее в голове уже сложился этот шаблон, этот образ, где этот мужчина, он понятен, прогнозируем, управляем. И что самое важное, есть это ощущение контроля, а тут с тобой его нет. А есть непредсказуемость. Ты вроде такой же милый, хороший, позитивный парень и должен по ее логике после дистанцирования, наоборот, так же, как и все, пойти на сближение. А ты не идешь. И что происходит? Она начинает сомневаться. А действительно ли я ему нравлюсь? А действительно ли он хочет продолжать со мной общение, отношения? Она до конца не верит. Более того, я тебе скажу, когда мы перевели девушку в такое состояние, то на встрече у тебя даже появится такая опция, как избыток внимания. Ты можешь и комплимент сделать невпопад, цветочки подарить. На баланс значимости это никак не повлияет. То есть девушка, да, она будет получать кайф, ей будет приятно, но до конца в то, что она тебе реально нравится, она не сможет поверить. И именно это состояние ее помещает в слабую позицию. Но считаю важным здесь сделать одну ремарку, а именно целесообразность вообще связи и построения отношений с женщиной, которая целенаправленно использует подобные манипуляции. Влюбить несложно, но влюбишь ты, а дальше что? Будут ли эти отношения спокойными, понятными и экологичными? Нет. Если девушка склонна к этому, то рецидивы рано или поздно произойдут. Причем в самый неподходящий момент. Как только ты дашь слабину, как только у тебя в жизни произойдет какие-то неприятные события, когда ты будешь особенно уязвим. То есть тебе постоянно нужно будет поддерживать этот режим любви. А готов ли ты к этому? А сможешь ли это сделать? Здесь я призываю взвесить все за и против. Насколько высока доля проблемности у данной барышни. Также призываю не осуждать девушку за ее такие действия. Потому что гнев, он на самом-то деле мешает изучать суть и природу самой женщины. Вместо того, чтобы ненавидеть, лучше понимать, с чем мы имеем дело. Правильно же? Но все-таки помни, что где-то прямо сейчас ждет тебя хорошая, кроткая, прозрачная, добрая девушка, которая разочаровалась в мужчинах, которая отчаялась уже встретить того, кому она сможет позволить себе отдавать свою любовь и дарить заботу. Друзья, буду рад вашим лайкам и скоро увидимся.